Все, можно начинать? Здравствуйте. Сейчас мы немножко подождем, пока подключится экран. Ага. Еще раз, Новосибирск, привет. Меня зовут Фишов Петр. Я представляю свою компанию FisherFX Pro. И основным рынком для меня являются продакшн и бродкаст компании за рубежа. Это Канада, Германия, Австралия, Америка. И основной деятельностью я занимаюсь это CG Production для кино, реклам, телевидения и для систем интерактивной графики. Как раз сейчас про нее и пойдет речь. Я представляю систему M1AR. Это моя разработка на Unreal Engine. Программно-аппаратный комплекс, который позволяет интегрировать эффект дополненной реальности в любые трансляции. Но прежде чем я начну полностью про нее рассказывать, я хотел бы немножко рассказать, можно сказать, о сотворении мира, чем сейчас живет и дышит бродкаст-индустрия. Как сказал здесь на полях вот этой конференции год назад Константин Быструшкин, сейчас есть очень большой запрос, казалось бы, на все больше и больше системы большего разрешения. 4К, 8К и так далее. Для целей того, чтобы можно было вернуть зрителя к экрану или привлечь нового. Но, однако, такой экстенсивный процесс вряд ли может решить такую задачу. Можно привести пример бренд PlayStation и материнскую компанию Sony, которые в свое время погнались за пикселями. Сначала это было HD-Ready, потом Full HD, 4К, 8К, и они совершенно упустили момент зарождения гейминга на сотовых. И сейчас я, будучи фанатом PlayStation 1 и 2, я не прошел ни одной игры на PlayStation 5. Как оказалось, счастье не в пикселях, потому что основной элемент потребления контента – это сотовый телефон. Пардон. И если контент интересный, если его занимательно смотреть, то зритель будет приходить и сам. И место, где пересекаются видеоигры и трансляции, является система дополненной реальности. И можно пересчитать по пальцам одной руки тех, кто является, безусловно, пионерами в целом в мире по системам AR-трансляции. Это, конечно же, бельгийская Dreamwall, это португальская WT Vision и это австрало-американская Girafix. Ребята, на другом конце мира, я надеюсь, вы меня смотрите. Грасиэла, Гейб, Стив, вам пламенный привет. Да, трансляция на русском, но, как я вам сказал, Vibe Transcends Language. Кстати, это моя почта, можете, если что-то дописать, если у вас будут какие-то вопросы. И как отметил Борис Морозов из компании SoftLab, в прошлом году на полях этой конференции все системы дополненной реальности и все системы Virtual Production имеют объективные ограничения. Во-первых, это, конечно, дорого. Нужно очень много людей для того, чтобы все это дело запустить. В российских реалиях это либо за госденьги, за госденьги, либо где-то рядышком с кино. И, конечно же, это огромные вычислительные мощности, которые необходимы для того, чтобы все это реализовать. И все это было действительно до, наверное, этого момента. Потому что это все работает уже на стенде. И сейчас я вам предлагаю посмотреть ролик. Если ребята смогут запустить шоурил, я буду рад. Я запускаю, да? Давайте попробуем. Опс. Пардон. Мне сказали, что здесь проблема со звуком. Вот здесь шоурил на минуту 30, где есть компиляция уже готовых кейсов. Это хоккейное мероприятие, разумеется, это кейс футзала в Петербурге проводили. Здесь видно, как накладывается графика, что есть объективные параметры, процент забития углового.
Трекинг игроков. Еще трекинг игроков. Классные тени. Очень классные тени. За них я очень рад. Это уже международный кейс из Казахстана. Это студийный кейс. Варианты с свободно движущейся камерой. Дополнительная информация во время игры. Атаки команд и, конечно же, прематчевые и постматчевые шоу. Все это моя система M1AR. Давайте мы вернемся к моей презентации. Один момент. Текст. Наверное, Alt-Enter. Нет. А не могли, пожалуйста, запустить полноразмерный экран? Вот видите, систему такую собрал, а как разобраться с полноэкранным режимом не получается. Ага. Что, собственно, вот моя система. В чем ее основные преимущества? В базовой комплектации это всего лишь 2 сумки формата CBBG. То есть их можно взять с собой в самолет. Они каждая примерно по 20 килограмм. Я, будучи соло-разработчиком, разрабатывал эту систему для работы в одиночку, естественно. Но если вы хотите, чтобы было прямо очень красиво, нужно всего лишь 2. Поэтому я на этом мероприятии в составе команды из 2. И как говорится, для того, чтобы станцевать танго, нужно 2. Система предлагает абсолютную интерактивность любых AR-объектов. Она предлагает мультикамерность. В данном случае у меня сетап из 3 видеосигналов, но если вдруг я не ограничен вычислительными возможностями и у меня есть просто огромный кластер, я могу подключить произвольное количество видеосигналов. Да, нужно будет систему немножко доработать, но математически уже все решено. Более того, я сделал систему полностью на Unreal. Поэтому не нужны сторонние программные расширения типа Axsymmetry, которые дорогие, сложные в использовании. Все написано внутри Unreal. Поэтому, Тим Суини, вдруг ты сейчас меня смотришь, мне персональный респект тебе. Я твой фанат с 12 лет. Карта Dream Metal из Unreal Tournament будет мне сниться еще долго. Кстати, также можно за компанию передать привет и респект Джону Кармаку за Quake 3 и за Doom. И, кстати, интересно, что эти 2 игры, Unreal и Quake, они вышли буквально в одно время, с разницей всего в 10 дней. И тогда были страшные баталии. Что лучше, и Tech 3 или Unreal? Но время все расставило по своим местам. Сейчас мало кто вспомнит движок id-Tech. Да, куски кода до сих пор могут быть прослежены даже в современной Call of Duty, но все мы сейчас работаем с Unreal. И более того, если бы этого было недостаточно, это, конечно, композитное решение. То есть тени, есть контактные тени, есть HDRI-корректировка по цвету, есть статичные и динамичные отражения, есть системы бэкграунда и форграунда, то есть элементы заднего и переднего фона. Все работает так, как нужно. Если мы посмотрим просто на небольшую диаграмму, как все это выглядит, то можно увидеть здесь вот BG и видео input. Элементы заднего экрана, заднего фона и непосредственно видеоизображение. Только вот эти вот 2 фрагмента, они являются фактически решением задачи Virtual Production при технологии Chroma Key. Как раз про такие системы тоже говорил, по-моему, упоминал Морозов из SoftLab в прошлом году, как после поездки в Китай, где он говорил, что такие системы, действительно они есть, но они очень проблемные в эксплуатации, и нужно много чего решить. И эти все решения уже есть. Надо сказать, что все вот эти дополнительные элементы, если мы хотим отражения, замечательно. Тени – очень хорошо. Если мы хотим еще какие-то дополнительные слои, все прекрасно, но это все стоит ресурсов. Поэтому, словно разработчик игр на PlayStation 1, мне нужно находить баланс между тем, что я хочу выглядеть, чтобы оно выглядело красиво, и чтобы оно, в принципе, работало. И вот на таком балансе, на острие возможностей я и создаю свою систему. И вы можете сами убедиться, все работает прекрасно. Надо сказать, что то, что вы сейчас видите, это уже доработка. То есть, как
как бы сказали математики, решение, уже подставление чисел в интеграл. Математически задача была решена 26 декабря 2023 года, по крайней мере мной. И далее уже просто шла доработка. Надо сказать, что уже есть кейсы применения. Как уже было видно из моего шоурила, есть футбольные матчи, есть хоккейные матчи, есть футзал, он же мини-футбол, есть студийные кейсы, и все прошло более чем успешно. Я был впечатлен, команды были впечатлены, бродкаст-компании были впечатлены. Впечатлены настолько, что на радостях побежали московская компания в спорте бродкаст, побежала рассказывать, что это на самом деле они разработали. Даже получили премию СБК, вторую премию в номинации «Технология года». Но я когда узнал, и говорю, ребята, Максим Остапенко, Леша Шляпников и Гриша Русякин, джентльмены не поступают. Поэтому с ними я больше не работаю. Но вы не беспокойтесь, они не едины в своем таком убогом поведении, потому что ребята с Красноярска, с медиакоманды, Саша Мамаев и Давид Казаков, примерно то же самое хотели сделать. Поэтому тоже им пламенный привет. Они все пытаются скопировать то, что видели, но у них до сих пор ничего не получается. Говорят, имитация – это высшая форма лести. Я сочту это за комплимент. И сейчас производство продолжает дорабатываться. Я дорабатываю как программно, так и аппаратно. И могу сделать такой дериватив. На 3 разделить. Есть системы дополненной реальности, есть системы Virtual Production. У меня уже все готово, осталось только все это дело прогнать. На декабрь у меня рассчитаны тесты. И системы специального назначения, билд-демки которой я вам предлагаю посмотреть. Небольшая преамбула. Это система, этот сетап, он рассчитан на музыкально-игровые стримы. Основная задача, чтобы стример мог управлять сценой AR непосредственно с музыкального инструмента. В данном случае это концертный синтезатор. Поэтому давайте мы сейчас это и посмотрим. Оп, немножко забежали вперед. Это будет без звука, я тут буду просто показывать. Это на данный момент финальный сетап, на данный момент моей системы. Здесь видно, что есть статичные отражения, есть 3 видеосигнала. Вот у меня есть 2 камеры, одна смотрит вверх, другая сбоку. И есть 3-й произвольный сигнал, в данном случае сигнал с видеоигровой консоли. Одна камера статична, другая динамична. Мы видим тени, отражения, видим элементы заднего плана. Вот эта вот странная сфера с логотипом Unreal, она геометрически находится очень далеко. Поэтому можно увидеть параллакс. Вон она так заходит за стол. Сейчас я буду управлять элементом. То есть вот есть концертный синтезатор. И на фейдера выведен контроль. В данном случае это лишь тестовый объект. Я могу управлять положением X, Y, Z по углу. И в данном случае видно, как все управляется. При том, что, я думаю, все мы понимаем, что здесь важен сам факт управления с MIDI-консолей, которая при этом еще и является музыкальным инструментом. Также можно оценить качество трекинга, когда объект подходит очень-очень близко, трек не сбивается, нету никаких потрясений. Также можно заметить эффект расфокусировки дополненной реальности. Сейчас я его припаркую. И пойду дальше демонстрировать интересные элементы. У нас появляются дополнительные границы кадра. И получается далее эффект выхода графики как бы за границы экрана. Такой эффект я подчерпнул, разумеется, из киноиндустрии, где для того, чтобы создать эффект 3D, продюсеры, режиссеры, видеодизайнеры как раз пользуются таким эффектом. Можете как-нибудь посмотреть, что в особо интересные моменты экран становится меньше, а некоторые элементы графики, они как бы выходят за экран. Вот как раз такого эффекта я и добивался. И думаю, что добился очень-очень хорошо.
И еще один элемент – это элемент дополнительного слоя. В данном случае, как если бы мы смотрели через окуляр камеры, через дисплей. Вот это, собственно, интерфейс камеры Sony A7S первой модели, на основе которой у меня создана мобильная камера. И также видно, что элементы дополненной реальности выходят за дополнительную графику, создавая тем самым дополнительную сепарацию. Сейчас я припаркую и этот слой, отключу эффекты и запущу Марио. Кстати, интересный факт. Ну здесь я просто показываю, что оно все работает. Интересный факт. В 2008 году, когда я первый раз приехал в Новосибирск, я также играл в видеоигры на публику. Это было на фестивале. И, кстати, я даже выиграл. Выиграл кубок. И сейчас мы даже его посмотрим. Нажимаем на стоп. И думаю, сейчас мне нужна будет помощь, чтобы обратно ввести в полноэкранный режим. Честное слово, я не запомнил комбинацию. Где-то здесь должно быть. Сейчас мне уже идут помогать. Вот здесь вот, да? Вот это. Полный экранный режим. А вот он, кстати, кубок с 2008 года. В заключение хочется отметить, что основной кейс применения – это спортивные трансляции. Вы можете увидеть ссылку на research-компанию, называется Precedent Research, где они заключают, что до 1934 года будет наблюдаться стабильный рост в сегменте спортивных трансляций. И он будет в первую очередь обеспечен привлечением аудитории через геймификацию трансляции, стиранием граней между трансляцией и видеоигрой. И локомотивом всего этого будут выступать системы дополненной реальности. Так что эксперты бродкаста, я думаю, могу отнести себя в это же число, сходимся во мнении, что AR-графика – это объективное и неизбежное будущее всех трансляций и стримов. Спасибо за внимание. Могу ответить на любые ваши вопросы в рамках приличия и объективности. Да, кстати, я приглашаю вас на свой стенд. Там мы можем посмотреть, как все это работает. Все работает абсолютно честно, никаких ни дыма, ни зеркал. Это не фокус-покус. Все именно так, как заявляется. Поэтому прошу на стенд. Спасибо.